Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня начинаю вывод маток. Значит, вот в этих 4 семьях я вчера убрал маток. И там одна семья уже 2 дня без матки. Ну, сам процесс я покажу. Я уже показывал изготовление и мисочек, и таких комплектов. Если кому-то интересно, можно посмотреть там, полистать видео и найти. Ну, вот так вот я делаю мисочки, прикрепляю таким от шприца. Это поршни от шприца, обрезанные поршни. И потом тут у меня отверстие, я не помню, по-моему, где-то около 12 миллиметров. Вот. И на украинскую рамку помещается 11 штук. Вот, на додановскую там, по-моему, 16 штук. Когда холодно, вот так, то лучше делать вот такие прививочные планки, чтобы эти мисочки находились в самом верху, там, где тепло. Ну и сейчас туда я 2 сделаю, 22 получится. Но дело в том, что с этих 22 хотя бы они половину, чтобы приняли и воспитали. Вот. Ну и пойдем, сейчас я покажу. Этим семьям я поставлю по одной такой прививочной планочке. Тут порядка, по-моему, 16 штук. Вот. Ну, сколько примут, будем делать. Я через пару часов проверю, если не будет дождя. И сделаю допрививку в те мисочки, которые они почистят и выбросят личинок. Ну, посмотрим, тут семьи посильнее. Ну, например, вот эту сейчас посмотрим и сделаем колодец сразу. И пойдем от племенной семьи делать прививку. Так. Смотрим, что здесь у них. Вот тут пчел побольше. Тут они и больше могут воспитать. Ну, посмотрим как. Смогут больше потянуть, больше поставим. Ну, мне хотя бы даже по десятку в каждой семье, если они это самое, то будет мне нормально. Так, ну это еще в поле час пчел. Ну, конечно, я не сжимаю гнездо, не сильно, как бы особо. У меня обычные семьи, у которых я сделал отводки, они являются и семьями-стартерами, и семьями-воспитательницами. Я говорю, но на небольшое количество личинок маточных. Небольшое. Ну, десяток, ну, максимум 2 десятка. Вот я, как бы сказал так. Все. Так, вот тут сделаем колодец, и где-то я им сюда и буду ставить. Так, сейчас. Вот так вот становится. Сейчас мы ближе поставим, чтобы поближе была рамочка. И потом пойдем делать прививку из племенной семьи, племенной маточки. Вот здесь у меня племенная маточка искусственного осеменения Varroa tolerans. Ну, я не знаю, найду ли я хорошую рамочку, такую, чтобы можно было делать прививку, потому что искусственного осеменения, она там, ну, немножко не так сеет, как бы мне хотелось. Семейка слабенькая, но тем не менее маточка племенная, надо ее использовать для этих целей. Отбирать сколько можно у нее личинки для прививки. Чистокровная карника искусственного осеменения. О, здесь есть. Ну, здесь я десятка-полтора найду личинок. Вот так не видно, а попался даже какой-то волос там с полотенца, очевидно. Там я не видел, а сейчас вот увидел перед тем, как делать прививку. То есть вот что плохая прививка? Да потому что масса нюансов. Вот этот волос, как вот они отреагируют, что найдут этот
Ну, небольшая шерстинка с полотенца. Вот забрал ее, нет, не вижу. Вот потом, вот допустим, вот здесь, вот видно в этой ячейке? Некачественное донце получилось. Видно там какое, как двойное оно получилось. Я ту личинку положил, но как отреагируют пчелки, скорее всего, что выбросят. Это вот по поводу приема личинок. Ну, я буду делать, тут оператор пусть снимает, потому что это очень такое тонкое дело и, ну достаточно такое. Ну вот очередную личинку достал, видно телефон? Ну, вот на солнце дольше я это держу, показываю, это тоже нехорошо. Вот положил. Так, сейчас положу. Вот положил, видно? На донышке лежит. Так ячейка с молочком. Так, дальше идем. Я еще и вижу плохо, даже через эти очки. А еще солнце с другой стороны. На солнце тоже нельзя, чтобы личинки... Так, вот показываю личинка. Видно? Угу. Так, есть. Размещаем. Ну, тоже, если видно, будет телефон. Я сбоку, мне очень тяжело смотреть и делать это. Еще с телефоном. Так, видно, вот легла личинка на дно. Видно? Угу. Все, поехали дальше. Ну, я уже буду делать быстрее, потому что, ну, не знаю. Так. Не всегда с первого раза получается взять. Куча факторов, все мешает. Ну, такое не совсем простое это дело, конечно. Приловчиться можно, если не одну-две, а десятками делать, хотя бы десятками. Можно приловчиться. Я в этот раз не давал на освоение, просто нету времени. Когда уже делаешь большими партиями, лучше пусть они выбросят мне эти личинки, заодно почистят, и я сделаю допрививку, потому что все равно они все сразу их не примут, эти личинки. Все равно что-то повыбрасывают. Вот на примере этой семьи посмотрим сейчас, как приняли прививку. Значит, здесь я прививку делал вчера, так? Через часа 2-3 проверил и делал допрививку. Где-то штук 5-6 они не приняли. Ну а теперь вот я их уже перебрал, и вот такое количество, вот они не приняли. Такое количество не приняли. Вот. И что с этим делать? Вот я просто на следующий день буду здесь скомплектую в один, возможно, вот, и в остальные буду делать допрививку. Разница в один день, просто надо запоминать, где какие будут стоять. Ну, я сейчас подниму, чтобы потом изолировать. Вот эти приняли, вот видно? Вот эти приняли. И вот эту сейчас прививочку достану. Вот эти тоже приняли. Ну, половину, приблизительно половину, наверное. И половину буду делать еще допрививку. Из этих всех, что примут, тоже не все получатся маточки. Там тоже надо будет перебирать. Поэтому, ну, вот у меня такой прием, не знаю, как у кого. Зависит от многих факторов. Конечно, желательно делать вообще семью стартер, ее держать безматочную, без расплода. Вот, тогда и прием лучше. Но это больше работы с ними. У меня нету сколько времени, поэтому я вот делаю так. А сейчас посмотрим, как приняли на воспитание личинки в другой семье. Ну, я ее там, по-моему, показывал. Это на следующий день. Вчера, часа через 2, я еще делал допрививку. Приняли, ну, тоже процентов 50, наверное. Но я 2 планочки там, по-моему, по 16 штук поставил. Так, смотрим. Вот эту я делал допрививку. Переместил сюда личинки, а там еще раз делал прививку. Так, ну, тут я смотрю, хорошо приняли. Так. Вот тут я, уже видите, и чуть-чуть подогнул. Это очень плохо. Вот надо очень аккуратно, вот, чтобы не подогнуть.
Так, ну заодно можно, если в телефон будет видно, как приняли от личинку туда, внутрь. Видно будет внутрь. Там уже сколько молочка. Видно? Так. И ну вот сейчас еще одну. Ну, например, вот эту. Вот эту. Внутрь туда заглянуть. Внутрь. Видно? Ну, вот как личинка и сколько там молочка. Так, видно, да? И сейчас я смотрю. Так, ничего не выбросили. Так. Так, да, здесь все приняли. Так, ну. Так. Да, тут приняли все. Вот все 16. Смотрим следующую. Ну тут надо теперь очень с ними аккуратно, потому что, я же говорю, повредить очень легко можно. Очень все нежно, очень все надо аккуратно. Хорошо пчелки, я же говорю, карника. Ну иногда вот жалят, вот за палец жалило. Это. Что позволяют без маски, потому что в маске, ну тут, что ты тут увидишь в маске. Так, смотрю, что здесь приняли, это я делал там до прививку. Так, тут есть. Так, тут что-то они развернули ее, непонятно. Личинка, ну, личинка пока есть. Так, тут есть. Тут что есть? Ну, есть. Ну, короче, тут пока есть, но... Да, все. Но дело в том, что я говорю, это не факт, что они, ну, это ж только на следующий день. Вот. А запечатают ли они их все? Ну, как бы, я же говорю, хотя бы процентов, может 80 из этого. Вот, и будет нормально. А даже 50%, половину, и то будет нормально. Ну, вот такой прием личинок. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.